Однажды в Италии исчезли парень и девушка, Филиппо Туретто и Джулия Чикетин. Они были парой, и поначалу в полиции подумали, что влюбленные просто сбежали от родителей. Отец, пропавший первым обратившийся за помощью, уговаривал полицию. Его дочь никогда не сбежала бы вот так, никому ничего не сказав. У нее совершенно другой характер. С ней, несомненно, что-то случилось, ее нужно спасать, причем спасать немедленно. Напрасно. В рапорте полиции, как это часто бывает в случае с совершеннолетними, было записано, что Джулия ушла из дома сама, по доброй воле, и что никакой опасности для ее жизни нет. Впрочем, не все так плохо. Поиски начинаются сразу же. Перекрываются дороги, обследуются окрестности. Родители записывают обращение к влюбленным с просьбой вернуться и обещанием решить любую проблему. Обычная история: мальчик и девочка, первая любовь. Все это выглядело бы даже банально, если бы не страшный финал, стремительно накрывший своей тенью не только молодых людей и их семьи, но и практически всю страну, так и не нашедшую ответа на вопрос, а можно ли было избежать трагедии. Однажды в Италии. Джулия была абсолютно благополучным ребенком, из тех, кому еще при рождении в комплекте были подарены счастливое детство и светлое будущее. Папа, мама, младший брат, старшая сестра. В семье прекрасные отношения, вокруг куча друзей, в школе учителя не нарадуются. У девочки прекрасные способности, особенно к точным наукам и рисованию. Джулиана отлично заканчивает престижный лицей, поступает в университет на сложную специальность биомедицинская инженерия. Здесь она и знакомится со своей первой любовью, однокурсником по имени Филиппо Туретто. На первый взгляд тоже совершенно благополучный. Обеспеченная порядочная семья, хорошо учится, играет в волейбол. Вот только какой-то неприкаянный, что ли, все время один. А впрочем, послушаем, что говорит о себе сам Филиппо в своем дневнике. Мои родители работали в ресторане и были очень заняты. Я проводил много времени с соседкой, которая была моей няней. Дни делились между походами в школу, чтением и играми на компьютере. Мы жили в доме на холме, поэтому мне было сложно выйти погулять с друзьями, приходилось просить родителей отвезти меня. Но у них никогда не было времени. На протяжении всех лет моей жизни у меня было мало друзей, и это всегда меня очень огорчало. Еще огорчало то, что кроме встреч в школе и обмена случайными сообщениями, мы не часто общались вне школы. И это, я думаю, связано с тем, что они тоже были довольно застенчивыми, замкнутыми, одинокими и малоинициативными, как я. В 16-17 лет я получил права на мотоцикл и начал быть все более самостоятельным в передвижении. Я этого желал, потому что думал, что смогу завести больше друзей, поэтому больше выходить из дома и иметь лучшую социальную жизнь. Но в конце концов, через некоторое время это оказалось только ложной иллюзией. В течение всех этих лет я завидовал. Я завидовал многим другим парням и девушкам, которых я видел, у которых было много друзей, с которыми они часто встречались, гуляли и делали много вещей вне школы. Хотя это было не так, я часто чувствовал себя одиноким. И это одиночество тяготило меня. Я видел многих, у кого были хорошие группы друзей, или они встречались с девушками. Я немного завидовал этому, потому что хотел бы хотя бы одной из двух. Но ничего. Я завидовал тому, какими они были, и характеру многих других, которые вместо этого были энергичными, самоуверенными, которые бросались во все без проблем. Казалось, что у них жизнь намного счастливее, чем моя. Я же был очень застенчивым и не мог построить настоящие отношения. Я всегда чувствовал себя неудачником. Я ненавидел себя, потому что хотел бы быть как они по характеру. Но вместо этого я всегда оставался застенчивым, слишком спокойным и слишком задумчивым. Без инициативы, оригинальности, предприимчивости. Без талантов и без мечтаний, которым нужно следовать. Очевидно, у меня была спокойная и нормальная жизнь, но я вовсе не был счастлив. Итак, ключевые слова: одиночество, ненависть к себе, несчастье.
И еще зависть. Зависть ко всем, кто, как ему кажется, не имеет этих проблем. Он выбрал лицей, потому что туда ходили двое его лучших друзей. Также без энтузиазма и едва ли не пальцем в небо он выбрал факультет университета. Филиппо не живет. В скуке и тоске он влачит существование. И, к сожалению, ему некому подсказать, что он нуждается в серьезной помощи профессионалов. И тут в жизни несчастного случается, как ему кажется, чудо. Филиппо находит спасение в любви. На пике эйфории он забывает, что уже не раз также пытался найти спасение в дружбе с кем-то, и что друзья у него даже были, а вот спасения почему-то не было. Филиппо еще не знает, что это самое спасение можно найти только в себе и ни в ком другом. А впрочем, кто из нас не мечтал, как великая любовь раз и навсегда изменит всю его жизнь, превратив обыденность в яркий и вечный праздник. Я был очень счастлив, и это было то, чего в каком-то смысле я всегда желал и в чем завидовал другим. Больше никогда не будет такого чуда, как с ней. С ней началась новая жизнь. Что-то совершенно другое и уникальное. Меня не интересовало больше ничего. Я не испытывал зависти ни к чему и ни к кому. Была она, и она была всем. Неиссякаемый источник счастья, который наполнял мою жизнь. Ни в чем другом я не чувствовал потребности, ничего другого не желал. Она была вездесуща, непрерывно во всех моих днях и во всех моих мыслях. Ослепленный своим безумным счастьем, Филиппо не видит ничего, кроме себя. И прежде всего он не замечает, а точнее просто не хочет замечать, что происходит с его подругой. У девушки давно и тяжело болеет мать. В разгар их отношений женщина умирает. И все отмечают, как сильно это повлияло на Джулию. Она сразу и резко повзрослела, стала вдумчивее и серьезней, взяла на себя часть семейных забот и очень ответственно относилась к их выполнению. Это заметили все, кроме ее парня. Читая его воспоминания, возникает ощущение, будто он общается с какой-то другой девушкой, жизнь которой безоблачна и полностью посвящена ему, Филиппо. Мы виделись каждый день до середины июня, и за все время, пока были в отношениях, мы виделись почти каждый день. Мы были очень счастливы, и я обожал проводить время вместе. Когда мы не были вместе физически, мы постоянно писали друг другу сообщения и были всегда на связи. По будням мы были вместе почти весь день, потому что утром у нас были лекции, потом мы обедали вместе, а потом днем ходили в библиотеку учиться. Иногда мы выходили вместе, а если оставались дома, мы писали друг другу допоздна. Потом на следующее утро мы вставали довольно рано, и все это в целом заставляло нас чувствовать себя уставшими. Джулия тоже поначалу могла казаться уставшей, но на это были причины, а между нами никогда не было проблем. Не было проблем. Филиппо как-то забывает о том, что на таком режиме полного контакта настаивает он. Это он хочет, чтобы они общались только вдвоем, без присутствия друзей, даже общих. Он требует, чтобы, если они не вместе, Джулия постоянно была на связи, а после того, как пожелала любимому спокойной ночи, отключала свой телефон и больше не появлялась в сети. Он считает, что святая необсуждаемая обязанность Джулии – помогать ему в учебе, потому что они полностью предназначены друг для друга. Как он сам говорил, Джулия, которую я знал, моя Джулия, должна была быть только моей и ничьей больше. Когда я узнал, что провалил экзамен, я написал ей, чтобы жаловаться и хныкать. Я также сказал ей, что она должна помочь мне для следующей пересдачи, и что мы должны учиться вместе, иначе я никогда не смогу сдать экзамен. В общем, мы начали ссориться, и я потерял контроль, написав ей: «Ты должна помочь мне, я не справлюсь без твоей помощи. Почему ты не хочешь помочь мне? Это несправедливо». Потом какие-то оскорбления, и потом про то, что мы должны закончить университет вместе, а если нет, наша жизнь будет кончена. Замечает ли Филиппо, что он, чья жизнь, если и была чем-то наполнена, то разве что тоской и скукой, просто присосался к своей девушке как к источнику жизненной энергии? Особенно в те дни, когда я был грустный и один, а она, наоборот, делала хорошие вещи, я хотел, чтобы иногда она мне их рассказывала, чтобы в каком-то смысле пережить их, и мне тоже и питаться ее счастьем. Но нет, скорее всего, не замечает. Заметить это ему было бы очень страшно, ведь жить за счет собственных внутренних ресурсов он так и не научился.
Мысль остаться одному вызывала у меня невероятный частый страх, как одиночество, которого я очень боюсь. И видя, как она уходит, я чувствовал это все сильнее в настоящем и особенно в будущем. И мне казалось это невыносимой перспективой. Джулия не была жертвой. Она не собиралась соглашаться с претензиями Филиппа и отдавать ему всю свою жизнь. В марте 2023 года она приняла решение расстаться с ним. Но Филиппа отказа не принял, начал настаивать на возобновлении отношений, и под напором то ли уговоров, то ли чувств через пару недель Джулия сдалась. Отношения возобновились, но не изменились. Филипп остается все таким же прилипчивым, настойчивым и требовательным. А Джулия хочет дышать и проживать свою жизнь свободно. Спустя еще несколько месяцев в июле она вновь оставляет назойливого возлюбленного. Это нелегко. Хотя у девушки сильный характер, и она знает, чего хочет, жестокости в этом характере нет, и плевать на чувства других она не умеет. А Филиппа, однажды уже уговоривший ее остаться, уверен, ему удастся убедить девушку вернуться и на этот раз. И атакует ее практически беспрерывно. Его не смущает ни ее категорический отказ продолжать отношения, ни то, что Джулия начала встречаться с другим. Он уверен, девушка должна быть с ним, и не стесняется в выборе средств, чтобы этого добиться. Он всеми способами внушает Джулии чувство вины за свои страдания. Вот что она говорит об этом в голосовых сообщениях своим подругам в WhatsApp. Я в ситуации, когда хотела бы, чтобы он исчез. Хотела бы больше не иметь контактов с Филиппом, но в то же время он говорит мне, что он супердепрессивный, что перестал есть, что проводит дни, глядя в потолок, что думает только о самоубийстве, что хочет убить себя, что больше не находит смысла двигаться дальше, что сейчас начался университет, но ему плевать на посещение любых курсов, что он будет проводить дни дома. Он не говорит мне все это как шантаж, но звучит очень как шантаж. Говорит, что единственный свет в его днях — это встречи со мной или моменты, когда я ему пишу. Я хотела бы исчезнуть из его жизни, но чувствую себя виноватой. Слишком боюсь, что он может как-то навредить себе. Возможно, он говорит мне эти вещи, чтобы быть рядом со мной, но риск того, что он может причинить себе вред, что это может быть моя вина, убивает меня. Он говорит мне: я всегда буду здесь ждать тебя. Единственное, что сделало бы меня счастливым, это получить второй шанс. Проблема в том, что я начинаю накапливать злость и больше не выношу его. Эмоциональный шантаж Филиппа срабатывает. Они продолжают общаться как друзья. По крайней мере, так хотелось бы Джулии. Она даже составляет для себя список причин, по которым никогда не должна выходить за рамки этой дружбы с бывшим возлюбленным. Надеюсь остаться верной своему выбору не потому, что ненавижу Пипа, совсем наоборот, но потому, что я уже поняла, что мы не созданы друг для друга, и я устала от таких бессмысленных метаний, которых я тоже не хочу. Сейчас составлю список того, что было не так, потому что должна убедить себя, что поступила правильно, хотя безумно скучаю по нему и умираю внутри от мысли, что заставляю его страдать. Мы поссорились из-за того, что я не позвала его на день рождения сестры Элены. Он неоднократно утверждал, что моя обязанность помогать ему учиться. Обязанность. Жаловался, когда я ставила меньше сердечек, чем обычно в соцсетях. Ему нужно писать сообщения много раз в день. У него странные идеи насчет самосуда за измены, пыток и тому подобного. Он не принимал моих встреч с подругами Беа и Кики. Никогда бы не принял мою одиночную поездку с парнями в группе. Как правило, твое личное пространство не существует, он должен знать все, даже то, что ты говоришь своим подругам или психологу. Во время ссор он говорит злые и тяжелые вещи. Когда я его оставила, он много угрожал, только чтобы заставить меня передумать. Начинается осень, и дороги Джулии и Филиппа все больше расходятся. Она продолжает учебу, он не в состоянии заниматься. А если и ходит в университет, то только чтобы встретиться с ней. У нее в ноябре защита диплома. У него куча хвостов. Он потерял год учебы, и ни о какой защите и речи нет. После окончания университета Джулия хочет пойти на курсы графического дизайна в другом регионе. Она надеется, что ее страсть к рисованию превратится в полноценную работу,
Мечтает стать иллюстратором детских книг. Что ж, ей всего 20. Когда же еще пробовать разные дороги, как не теперь? Ну а Филиппа, хотя по паспорту и того же возраста, что и Джулия, слишком пассивен, чтобы искать себя. И тем более менять планы. Он собирается продолжить учебу на инженера в том же институте. Да и серьезных проблем с интеллектом, по правде сказать, у него нет. Он был бы вполне в состоянии справиться с программой, если бы не забил на учебу по причине несчастной любви к Джулии. В какой-то момент он даже обращается к университетскому психологу, но разве могут пара-тройка сеансов решить проблему, которая складывалась годами? Да и вряд ли молодой человек действительно ищет помощи. На самом деле он просто хочет, чтобы все вернулось как прежде. Хочет снова быть с Джулией, а точнее висеть у нее на шее. А вот то, что хочет и говорит она, не имеет для него никакого значения. И ни один психолог не сможет убедить отказаться от эмоционального шантажа и манипулирования того, кто хочет изменить свою жизнь за счет другого, при этом не собираясь меняться сам. Короче, ситуация лучше не становится, наоборот. Несмотря на то, что они расстались, Филиппа ведет себя как безумно ревнивый муж. Он устраивает Джулии сцены, если сразу после его пожелания спокойной ночи она не выключила телефон. Контролируя ее, он каждый вечер отправляет ей смайлик, чтобы увидеть, доставлено ли сообщение после того, как она попрощалась. Джулия пытается спрыгнуть с этой иглы. Сначала она перестает желать ему спокойной ночи или, по крайней мере, не делает этого ежедневно. В ответ Филиппа пускает в ход любимое оружие – нытье. Для меня это действительно необходимо, это основа. Это то, что больше всего помогает в жизни. Пожалуйста, сделай это для меня. Хотя бы дай мне помощь, тебе это ничего не стоит. Умоляю, пойми мое отчаянное желание, я как бедняк, который просит поесть. Разве ты бы не помогла ему, если любишь его? Джулия отключает возможность видеть, когда она в последний раз посещала WhatsApp, и ей тут же прилетает ответка. Как мне есть, спать, двигаться дальше после такого тяжелого удара за 2 дня? Уже спокойной ночи это очень много. Если Джулия встречается с подругами, на нее накатывает волна сообщений с упреками от Филиппа. Она перестает отвечать на них, он начинает сопровождать ее лично, несмотря на ее отказы. Его поведение становится все более настойчивым. Он ищет физического контакта с девушкой, прикасается к ней без ее согласия, даже предлагает продолжить интимные отношения. Действия Филиппа Туретты суд не признает сталкингом. Причина проста. Джулия его не боялась. А с точки зрения итальянского законодательства преследовать можно только того, кто этим напуган. Когда я готовила это видео, я много думала о том, где же ошиблась Джулия. Вроде бы все по науке. Она не вела себя как жертва, но и на рожон не лезла. Отношения сворачивала постепенно и осторожно. Похоже, не боялась, это и есть то единственное, что она сделала не так. Не боялась, возможно, потому, что серьезного физического насилия с его стороны не было. А возможно, потому, что девушка чувствовала себя достаточно сильной, чтобы дать отпор. А выходит, что надо было бояться. И, может быть, тогда все обошлось бы. А впрочем, судите сами. Филиппа просит Джулию замедлить темп сдачи экзаменов, чтобы позволить ему догнать ее и чтобы помочь ему с учебой. Мотив прост – они должны закончить институт вместе. А иначе нам обоим жизни не будет. Это не в первый раз, когда Филиппа угрожает самоубийством, но что означает фраза «жизни не будет обоим»? Из дневника Филиппа Туретты. Я остался внутри в машине на парковке до почти 23 часов. Плакал и думал про себя, насколько невыносимым был весь тот период жизни и будущее, которое мне пришлось бы встретить. Я говорил себе, что очень устал. Устал от всего и что хотел бы исчезнуть раз и навсегда. Думаю, что именно в этот вечер у меня впервые появились эти несправедливые и ужасные мысли. Я начал думать, что это несправедливо, что я чувствую себя очень плохо и что я один во всем этом. А она, вместо того, чтобы помочь мне и быть рядом, все больше отдаляется от меня. Я даже пошел к психологу, чтобы решить проблемы между нами, чтобы иметь еще один шанс. Но она не делала этого и, казалось, только отдалялась больше. И я не мог этого выносить. Как будто я заменял свою жизнь ее жизнью.
Я писал в телефоне дневник ее жизни и записывал ее мысли. И одновременно я вел дневник своей жизни. Самым прекрасным, что можно было написать, было все то, что было единым и одинаковым, и пережито вместе. Я сосредоточил практически всю мою жизнь и все мои дни, мои мысли на ней, и на том, чтобы снова быть вместе. Без нее и наших отношений для меня не было ничего другого. Она могла бы в ближайшее время окончательно отдалиться, продолжая свою жизнь, в то время как я абсолютно не смог бы преодолеть это и двигаться дальше, и моя жизнь только ухудшалась бы все больше и больше, и я бы продолжал думать о ней, страдая. Во всех этих мыслях я был эгоистичен и думал только о себе. Не понимаю, как я мог не осознавать при этом, насколько это было бесконечно несправедливо по отношению к ней и ее многообещающей прекрасной жизни, и о том, как это могло принести боль в жизнь всех ее родных людей, которые любили ее. Я подумал, что хочу покончить с жизнью. Это было бы проще. После не было бы больше проблем и тревог, и мне не пришлось бы продолжать трудно справляться с жизнью. Но мне казалось несправедливым, что я намеревался совершить самоубийство, а она ничего такого не переживала бы. И потом не имела бы никаких последствий, хотя по большей части именно ее решения привели меня к такой ситуации. Это действительно трудно признать, но правда в том, что я думал, что мог бы лишить ее жизни, неизбежно причинив ей боль. 11 ноября Джулии предстоял напряженный день. Накануне она ходила в ресторан, чтобы зарезервировать стол и выбрать меню для праздничного банкета по поводу окончания университета. С ней напросился и Филиппо. Девушка согласилась. Он даже участвовал в обсуждении блюд. А сегодня, в субботу, ей нужно обязательно закончить и отправить тезисы к защите диплома, назначенный на 16-е. А еще купить одежду, в которой она предстанет перед экзаменационной комиссией. Филиппо снова вызвался отвезти ее в торговый центр. Джулия соглашается, все еще надеясь, что поможет бывшему прийти в себя, если сохранит с ним дружеские отношения и будет поддерживать его, пока он не научился жить без нее. Она не знает, что в машине у Филиппа 2 рюкзака, голубой и красный, как пилюли в фильме «Матрица». В голубом куча небольших подарков для девушки, мягкие игрушки, книжки, разная вкусная мелочь. А в красном вместительные и прочные мешки для мусора, 3 рулона скотча разного вида и 2 больших кухонных ножа. Филиппо еще не знает, какой из них достанет сегодня из багажника. Я говорил ей, что мне плохо не для того, чтобы манипулировать или что-то в этом роде. Я делал это, потому что чувствовал потребность делать это. И потому что чувствовать ее близость заставляло меня чувствовать себя хорошо. Поэтому я подумал, что можно похитить ее и удерживать с собой, если бы дела не улучшились в последующий период. Это не была какая-то вещь, о которой я думал в конкретную дату или момент. Я об этом думал на будущее. В момент, когда я почувствовал бы, что готов это сделать, и когда бы я все еще сохранял это намерение, в тот момент в моей голове это не было чем-то окончательным. Но пока в тот вечер я думал об этом. И поэтому я записал это. Так это уже было чем-то, от чего труднее отступить. Да, похитив ее, я бы мог иметь как можно больше времени вместе с ней, чтобы поговорить или просто быть вместе. И если это больше не было бы возможным, тогда у меня не было бы никакого выбора, кроме как совершить действие по отношению к ней, а потом по отношению к себе. Я подумал о горном месте, да, но не потому, что я хотел оставить ее там, чтобы было трудно ее найти, а потому что там было бы труднее найти нас, и можно было бы продлить время, в течение которого мы оставались бы вместе. Я подумал похитить ее, потому что мысль о том, что все скоро закончится, и что я не смогу больше видеть ее или проводить время вместе с ней, была чем-то, чего я совсем не хотел. Я желал прежде всего провести как можно больше времени вместе с ней, наедине, и это было бы решением. Я никогда до того вечера не думал ни о чем, что могло бы даже приблизиться к чему-то подобному. И все родилось там в тот вечер, когда я находился в машине один. Никогда раньше у меня не было злых мыслей такого типа по отношению к ней. Я даже не принял решение на 100% уверенно в этот момент. Но меня успокаивало иметь этот план готовым.
Я помню, что записи, которые я добавлял и которые я написал, я делал каждый раз, когда мы ссорились. Записи. Филиппа говорит о списке дел, который он составил задолго до того, как Джулия согласилась сесть к нему в машину, но отказалась снова быть вместе. Да, он надеялся, что еще может ее вернуть, но был и план «Б», на случай, если уговорить девушку не получится. Не один день он возил с собой в машине географическую карту, пластиковые пакеты и ножи. Он заранее заказал на Амазоне скотч, а потом на всякий случай докупил еще. Подготовить припасы, заправить полный бак, положить веревку, найти лопату. В одном и том же списке. Положить сувенирную лампу, книжку и плюшевую обезьянку в рюкзак для подарков. И связать лодыжки снизу и сверху колен, заблокировать двери, заткнуть рот влажным носком. Джулия купила юбку и пару туфель. Потом они решили перекусить в Макдональдсе. Все идет хорошо, молодые люди перешучиваются, фотографируют друг дружку. В основном, правда, Филиппа. В тот вечер он сделал 52 фотографии Джулии. Я каждый раз, когда мы виделись, делал много фотографий. В любой момент. Ее или нас обоих вместе. Мне нравилось это делать, и это была привычка. У меня есть, наверное, 15-20 тысяч фотографий в галерее моего телефона. Она была очень спокойна. Не испытывала никакого страха по отношению ко мне. Когда я фотографировал ее, делала какие-то гримасы, она делала их всегда, потому что это было весело. И во время ужина все прошло спокойно, мы болтали о многих разных вещах. Мы также говорили о том парне, с которым она переписывалась, и о том, что они говорили друг другу. Она познакомилась с ним через приложение и шутила. Советовала мне тоже скачать его и написать каким-нибудь девушкам, что потом мы бы помогали друг другу в этом. Я помогал бы ей с парнем, с которым она начала переписываться, а она помогала бы мне с возможной девушкой, которой я бы написал. В общем, атмосфера была спокойной. Она чувствовала себя хорошо и совсем не боялась меня, была спокойна. Я в тот день, однако, был довольно подавлен и деморализован. В некоторые моменты тревожен или взволнован и не был очень спокоен. Также потому, что даже подсознательно знал, что за план я написал. Потом мы поехали обратно. Мы договорились остановиться на парковке в нескольких десятках метров от ее дома, чтобы поболтать в машине. Это не было странным или необычным. Много раз после возвращения мы оставались немного в машине, так как я всегда хотел как можно больше времени быть вместе. И никогда не хотел, чтобы наступал момент прощания. Пока мы болтали, я начал думать обо всем, что планировал в предыдущие дни. И делать это действительно или нет. Эту часть, должен сказать, довольно сложно писать. Я даже сам не помню точно, как я переживал эти моменты и что думал. Но я точно подумал, может ли это быть подходящим моментом, чтобы похитить ее. Я был немного рассеян в тревоге, потому что спрашивал себя, делать это или нет. Да, в тот момент я был жестоко эгоистичен и думал только о себе. Я совершенно не думал о том, как это могло бы повлиять на жизнь всех ее родных и людей, которые ее любили. И о том, насколько это было бесконечно несправедливо по отношению к ней и ее молодой и многообещающей замечательной жизни и личности. И о том, сколько боли и зла я мог причинить ей. Я думал только о себе и о своих чувствах. Думал о том, какими будут следующие недели. Мне становилось плохо. Мысль, что я должен буду участвовать в нескольких защитах с соответствующими праздниками вместе с ней, вызывала во мне невыносимую тревогу. Потом она все больше отдалялась бы, построила бы себе жизнь, в которой я был бы только маленькой частью, не очень влиятельной. А я не достиг бы ничего, и моя жизнь только бы ухудшалась, и я бы думал о ней, ничего не получая. Поэтому мне показалось, что если бы все это закончилось, это было бы лучше всего. Эта мысль заставляла меня склоняться к тому, чтобы сделать это сейчас. Я решил так сделать. Но посмотреть, может быть, сначала я мог бы сделать последнюю отчаянную попытку. Я хотел дать ей подарок, а потом, в зависимости от ее реакции, делать или не делать то, что я задумал. Подарок, страшненькую плюшевую обезьянку, Джулия не приняла. Она понимала, что возьми она игрушку, и Филиппа тотчас предложит ей снова продолжить отношения, чего она делать совершенно не собиралась. И она не взяла подарок.
а потом села к нему в машину, как к старому другу, с которым они провели хороший вечер. Как уже было сказано, она совершенно его не боялась. Когда они приехали на парковку в паре сотен метров от дома девушки, Филиппо продолжил настаивать на своем. То, что делает Джулия, несправедливо. Она должна вернуться к нему. Он нуждается в ней и хочет иметь возможность доказать, что они должны быть вместе. Потом перешел на крик. Прошу, послушай меня, я не могу без тебя. Если ты не дашь мне еще один шанс, я убью себя. Но Джулия слышала это уже много раз. Она прекрасно понимает, что это шантаж, и не собирается сдаваться. Она называет Филиппа сумасшедшим, требует, чтобы он оставил ее в покое, распахивает дверцу автомобиля и выходит. Я был очень зол. В тот момент меня страшно злило, что она говорит мне эти вещи, вместо того, чтобы понять меня и помочь мне. И я не хотел отпускать ее. Я взял один из 2 ножей и выбежал, чтобы остановить ее. Отсюда я не очень хорошо помню, что действительно произошло. Помню, догнал ее и схватил с силой за руку. Она пыталась убежать, упала на землю и начала кричать «помогите». Я схватил ее за плечи и 2-3 раза сильно рванул на себя. В тот момент, думаю, она ударилась головой об асфальт и потеряла ясность сознания. Я не бил ее ногами или кулаками. Не знаю, ударил ли я ее ножом, но предполагаю, что да. Помню, что в какой-то момент у меня был нож в руке, а через мгновение в руке осталась только рукоятка. Думаю, что нож сломался, когда я ударил ее, или, может, когда ударил об асфальт. Потом я затолкал ее в машину через заднюю дверцу. Филиппо промахнулся. На обломке лезвия, которые нашли потом на парковке, крови не было. И когда он запихивал девушку в автомобиль, она просто была без сознания из-за удара головой. Эту сцену наблюдал вышедший покурить на балкон сосед. Он не узнал Джулию, не разглядел ни лица нападавшего, ни номера машины. Но все равно вызвал полицию. Увы, она не приехала. Филиппа никто не остановил, и он повез оглушенную Джулию, сам еще толком не понимая куда. Она полулежала на задних сиденьях, и мне казалось, что она что-то говорила. Я пытался думать, но не мог. Мне пришло в голову остановиться, но как только я начал тормозить, она пришла в сознание и начала говорить типа «что ты делаешь, что ты хочешь сделать, остановись». Я не мог ничего сказать. Пару раз я только сказал ей «лежи тихо, успокойся, молчи». И поехал, чтобы она не вышла и не убежала. Она продолжала говорить и двигаться, и я хотел, чтобы она молчала, и в какой-то момент я, должно быть, ударил ее ножом. Я быстро повернулся, ударил ее, даже не глядя куда, потому что смотрел на дорогу. Потом я попытался достать из рюкзака скотч. Я оторвал руками или зубами, не помню, кусок скотча. Резко повернулся и попытался приклеить его ей на рот. Она все еще двигалась и пыталась помешать мне, и он не приклеился. Я снова повернулся посмотреть на дорогу и почти остановил машину. Она снова вскочила и убежала. Тогда я взял второй нож и побежал за ней. То, что произошло потом, зафиксировала камера. Черно-белые зернистые и дрожащие изображения могли бы оставить массу сомнений. Но, увы, все ужасающие подробности этой записи подтверждены. Вел машину Филиппо Туретто, в салоне на пассажирском сиденье находилась Джулия Чикетин. Видно, как Филиппо размахивает руками, жестикулирует и волнуется. Джулия на заднем плане тоже двигает руками. По языку тела видно, что тон разговора очень напряженный. А потом равнодушный глаз камеры фиксирует то, о чем Филиппо расскажет в своем дневнике. Позже. Пощечину, удар кулаком или толчок, в общем, резкое движение со стороны Филиппа в сторону Джулии. Девушка выскакивает из машины, бежит. Парень бросается за ней и через несколько шагов хватает ее за капюшон куртки. А потом резко опускает правую руку, в которой держит какой-то предмет. То ли шило, то ли отвертка, а скорее всего нож. Он бьет ее в затылок, девушка падает на землю. Он оглядывается вокруг, касается ее тела носком ботинка. Она не двигается. Филиппо берет ее, безумно любимую, за ноги и тащит, как была, лицом вниз по асфальту, к машине. Открывает багажник и бросает тело внутрь. Закрывает и уезжает. Она начала кричать «помогите». Я догнал ее сзади.
Потом не знаю, что произошло. Может быть, я толкнул ее, и она упала на землю, или она споткнулась и упала вперед. Я присел над ней, она лежала на земле и громко кричала «помогите». В тот момент я хотел отнять у нее жизнь, да. Я больше не мог выносить ее крики. Я хотел, чтобы она перестала. Хотел, чтобы она вернулась в машину. Хотел, чтобы вся эта ситуация закончилась как можно скорее. Я хотел ее для себя, она убегала, и я погнался за ней. Я не знаю, что произошло в моей голове. Я не мог жить без нее. Я начал бить ее ножом. Хотел нанести ей удар в шею, чтобы было быстро и не так больно. Но она защищалась обеими руками и двигалась телом, и я бил, куда попало. Филиппо Туретто нанес Джулии 75 ударов ножом. 75. Суд не признал в его действиях особой жестокости. И, как это ни страшно звучит, убийство, совершенное Туреттой, действительно не было жестоким. Нам очень трудно с этим согласиться. Для нас нежестоким убийство быть просто не может. Оно является самим воплощением жестокости, что может быть более жестоким, чем лишение человека жизни. Но итальянский закон, как отягчающее обстоятельство, рассматривает не любую жестокость, а только садизм. Случаи, когда жертве причинялась боль не просто для того, чтобы отнять у нее жизнь, а именно, чтобы заставить побольше страдать. Туретто же не хотел, чтобы Джулии было больно. Он просто убивал неумело. Ну, и был при этом очень зол. Я бы никогда не хотел, чтобы она страдала от боли. И помню, что думал в тот период, насколько умирать очевидно больно само по себе. Она этого совсем не заслуживала страдать. Как не заслуживала никакого типа зла, очевидно. Но в тот момент мое желание все закончить и моя злоба превосходила все остальное. Не помню, сколько ударов я нанес ей. Я сказал 12-13, я действительно так считал. Помню только, что в какой-то момент я заметил, что наношу ей удар в лицо, и даже в тот момент я не хотел этого делать, и я перестал бить ее. В тот момент не помню, думал ли я, что ее больше нет. Я положил ее внутрь в машину и поехал. Думаю, что действительно, ее больше не было. Я не имел представления, куда точно ехать, я был взволнован и как будто не мог много думать, ехал наугад, чтобы уехать как можно дальше оттуда. Может быть, я даже не осознавал того, что произошло. Может, и не осознавал, но тело спрятал, получив таким образом время на то, чтобы скрыться. Поиски пропавшей пары идут очень активно. Их ищут и в регионе Венето, и в соседних с ним. Номер машины Филиппа регистрируется некоторыми устройствами считывания номеров, так что его путь удается отслеживать, правда, лишь частично. Он движется очень беспорядочно, петляя и нарезая круги. Карабинеры надеются, что в машине с Филиппо находится и Джулия. К сожалению, камера дорожного видеонаблюдения фиксирует только номерной знак. Изображений салона нет. Родители Туретто и Чикитин делают обращение по телевидению, и они просят детей как можно скорее связаться с ними и призывают всех, кто заметил машину Филиппа, немедленно сообщить об этом. Отец Филиппа делает и другие заявления, пытаясь опровергнуть слухи о том, что его сын был одержим бывшей девушкой. «Мой сын никогда бы не причинил вреда Джулии, он бесконечно любил ее. Прошу вас, не рисуйте его монстром», — говорит он. Затем сквозь слезы добавляет: «Он не способен на это. Он не жестокий и никогда таким не был». А тем временем собаки и вертолеты обследуют окрестности, обращая особое внимание на водоемы. И хотя обе семьи продолжают надеяться на лучшее, всем уже ясно, печальный исход вполне возможен. 17 ноября прокуратура Венеции подписывает европейский ордер на арест Филиппо Туретто, поскольку предполагается, что он мог достичь и пересечь границу с Австрией. Общественность с тревогой следит за новостями, все надеются, что Джулия все еще жива, возможно, ранена, но жива. Никто не хочет признаваться себе в том, что в глубине души на самом деле давно уже знает. Джулии больше нет. 18 ноября было найдено тело. Оно лежало во враге рядом с небольшой дорогой в лесу. Вокруг густая растительность, расщелины и пещеры. Зона настолько труднодоступная, что даже золотистому ретриверу кинологического подразделения трудно туда забраться. Девушка лежит под большим камнем, уложенная между скалами так, чтобы не быть замеченной.
Тело завернуто в 2 черных мешка, вероятно, чтобы скрыть яркий цвет ее свитера. На ней царапины, следы побоев и многочисленные ножевые ранения. Судмедэксперт установил, что Джулия была убита ударами ножом в голову и шею. Раны на руках и предплечьях показывают, что она боролась за жизнь и отчаянно пыталась защищаться. Рядом с телом брошена детская книжка под названием «Даже монстры чистят зубы». Филиппо все же подарил ее девушке. Я хотел покончить с жизнью и попытаться использовать пакет, чтобы задохнуться, но мне не удалось. Тогда я подумал, что было бы лучше сначала спрятать ее. Я думал, что, возможно, было бы лучше просто знать, что я лишил ее жизни, не видя потом на самом деле, что я с ней сделал. Потому что все-таки видеть реальные раны, видеть безжизненное тело намного хуже, чем просто знать об этом. Потом я думал о том, как совершить самоубийство. Я пробовал затягивать пакет, прикрепляя скотчем вокруг шеи, но в определенный момент, когда я чувствовал, что задыхаюсь, я не мог это продолжать, и я с силой начал рвать пакет. В тот момент у меня уже не было других пакетов, и я больше не пытался. Тогда я снова поехал и продолжал вести машину. Я никогда не думал, что будет этот момент после, и потому не знал толком, что делать. Пытался тянуть время и думать, что делать. Цель, к которой я стремился, всегда оставалась той же — покончить с жизнью, но у меня больше не было ножа, я его выбросил. Поэтому я не мог ударить себя. Я должен был ехать, чтобы меня не поймали, поскольку иначе я бы не смог совершить самоубийство. Я продолжал ехать на север и доехал до границы с Австрией. Въехав в Австрию, я продолжал вести машину весь день, останавливаясь только 1 или 2 раза для заправки. Я не знал, куда я еду, и у меня не было никакого желания ехать в какое-то конкретное место. Я просто вел машину и все. Ближе к глубокой ночи утром понедельника я приехал в Мюнхен. Здесь я немного поездил по улицам города, потом я снова поехал. Я раньше думал, что мог бы убить себя, устроив аварию на машине, но мне казалось это сложным. Либо потому, что я рисковал бы вовлечь кого-то другого, либо потому, что, возможно, я бы выжил в другом физическом состоянии, а этого я абсолютно не хотел. Я добрался до Берлина ближе к поздней ночи утром следующего дня. Я купил нож, чтобы сделать попытку. Я сначала попробовал купить пачку сигарет, и у меня была бутылка самбуки в машине уже много месяцев. Я остановился на парковке рядом с Икеей, и я думал, что, выпив и покурив, я дойду до такого состояния, в котором у меня не будет проблем с тем, чтобы сделать это. Но, видимо, убивать других легче, чем себя. И Филиппо так и не смог напиться до нужной кондиции. Его вырвало, он заснул на несколько часов, а проснувшись, поехал дальше. Четверг, пятница. Он не помнил, где он ехал, когда спал. Почти ничего не ел. А когда останавливался, в очередной раз пытался воткнуть в себя нож. Но то, что он смог 75 раз сделать с чужим телом, ни разу не удалось ему со своим. В результате всех описываемых им попыток у него не оказалось даже царапины. Возможно, меня блокировал страх перед ощущением боли, страх увидеть кровь, которая вызывает у меня отвращение, или почувствовать холодный клинок в теле. Я даже пробовал нагреть его зажигалкой. Но ничего. Конечно, я знал, что потом все проходит и все заканчивается, но все же я боялся тех секунд. Его арестовали в субботу. Он решил, что раз уж покончить с собой ему не удается, то, возможно, следует сдаться властям и принять все, что за этим последует. Он подключился к интернету, стал читать новости. Я также искал, что могут думать родители ребенка-убийцы и подобные вещи. Потом я немного подумал и в конце концов вечером решил сдаться властям. Сначала я попытался позвонить 3 раза на 112, но не получалось, потому что, вероятно, я убрал сим-карту. Поэтому я стал искать оранжевый телефон для SOS-звонков. Я его нашел, остановил и выключил машину рядом на аварийной полосе. Когда я был там у телефона, я еще не начал звонить, но увидел на дороге фургон немецкой полиции и встал перед машиной, чтобы подать им сигнал остановиться. Я не знаю, видели ли они меня или нет, но они остановились, и я признался им в том, что я сделал. Они проверили мои документы, арестовали меня и отвезли в полицейский участок.
Когда агенты немецкой дорожной полиции арестовывают его, Филиппо выглядит усталым и смирившимся, как будто даже испытывающим облегчение. В его сумке находят кухонный нож с лезвием 12 сантиметров. На его обуви, одежде и сиденьях машины всюду кровь. Из Германии он написал письмо родителям. Я немного боюсь возвращаться в Италию. Я не знал и никогда бы не подумал, что все это станет таким известным. И это меня пугает. Я сгенерировал столько ненависти и гнева, и я заслуживаю их. Все это ужасно. Я как-то ухудшил мир, я заслуживаю всего этого после того, что я сделал. Я даже не смог убить себя, я проживу всю свою жизнь в тюрьме. Теперь я больше не смогу закончить учебу, знакомиться с людьми, иметь семью и наслаждаться тем, что у меня уже есть. 3 декабря 1924 года Филиппо Туретто действительно был приговорен к пожизненному заключению, как совершивший преднамеренное, заранее подготовленное убийство. Но, плачась о том, что ему придется провести остаток жизни в тюрьме, он ошибается. В Италии есть 2 пожизненных заключения. Одно действительно пожизненное, с жесткими условиями и без шансов выйти из тюрьмы, иначе как в гробу. К такому приговариваются мафиози и террористы. А второе простое пожизненное, которое обычно дают не таким опасным убийцам, так называемым бытовым, на самом деле вовсе и не пожизненное. Приговоренный к простому пожизненному сроку заключенный вполне может выйти на свободу через 26 лет, а в случаях особенно хорошего поведения и через 21 год. Потом 5 лет контроля, а потом уже окончательная и полная свобода. Филиппо Туретто признал свою вину, раскаялся и явно намерен вести себя хорошо. Он закончит учебу на факультете биомедицинской инженерии, поступит еще куда-нибудь. С ним будут работать психологи, и рано или поздно он окончательно забудет идею попрощаться с жизнью, найдет в ней новый смысл, простит себя и начнет все заново. Через несколько лет ему разрешат работать за пределами тюрьмы, лет через 10 станут давать премиальные выходы повидаться с семьей до 3 месяцев за год. Филиппо молод. Когда он выйдет на свободу, ему не будет и 50. Италия – страна долгожителей, и впереди у него будет еще много всего интересного. Джулии Чекитин засчитали защиту диплома, на который она не смогла явиться по вине Филиппо Туретто, и в могилу она легла с законченным высшим образованием. Справедливо ли, когда человек платит молодостью за отнятую у другого жизнь? Я не знаю. Хочется верить, что Филиппо хотя бы не врет, когда говорит, что бесконечно сожалеет о том, что совершил. Я прежде всего потерял самого важного человека в моей жизни. Человека, который был всем для меня, и о котором я 2 года непрерывно думал каждый день. Самого прекрасного и особенного человека, которого я мог когда-либо встретить за всю мою жизнь. И все это по моей вине. Я заслуживаю всего этого, мне так жаль. Я не хотел, я не знаю, почему я это сделал. Я никогда не думал и не хотел, чтобы случилось что-то подобное. Я не злой, я клянусь. Каждый момент я думаю, что хотел бы вернуться назад. Хотел бы, чтобы все вернулось назад. И ничего этого не произошло. Я разрушил жизнь стольких людей, слишком многих, не подумав об этом заранее. Мне действительно жаль всем сердцем. И я знаю, что так будет всю мою жизнь. Не существует прощения за что-то подобное, поэтому я не хочу его. Я не заслуживаю его. Отец Джулии, Джина Чекитин, входя в зал судебных заседаний в день оглашения приговора, сказал: «Сегодня не выиграет никто». От того, что один из участников выжил, быть трагедией, эта история не перестала. И хоть Филиппо Туретто, казалось бы, и выиграл жизнь, все же он ее проиграл. И кем бы ни стал в дальнейшем, убийцей он останется навсегда. Однажды в Италии.